Привет, меня зовут Сергей, я преподаватель по программированию в Tutor Online. Сегодня будет наш второй урок по Scratch-программированию, где мы еще больше изучим его возможности. Сегодня у нас будет интересная библиотека рисования, а также мы немножко дизайнерски пошалим. Ну что, приступим? Мы продолжаем нашу серию уроков по Scratch, программирование для начинающих. Это наш второй урок. Нам для Scratch нужен интернет, да? Вот, надеюсь, что вы все зарегистрировались на Scratch. Напоминаю, сайт для Scratch это scratch.mit.edu, то есть MIT Education. Это у нас единственное место, где живет официальный Scratch. С других мест не рекомендую брать. Он может быть и платный, и с рекламой. Вот, поэтому старайтесь придерживаться только этого сайта. scratch.mit.edu. MIT – это Massachusetts Institute of Technology. И Education – это у них подразделение, которое отвечает за образование. Вот они у себя размещают Scratch. Вот, да, если вы зарегистрировались, то входите, конечно же, в свой аккаунт, потому что удобно очень, когда вы можете размещать свои работы на облаке. И при этом можете делиться со всем миром и смотреть другие работы других людей. Это очень удобно. Вот. Итак, создавай. Вот, я рекомендую использовать онлайн-версию Scratch 3, это третья версия Scratch рекомендую. Почему? Потому что она наиболее стабильная. Есть, можно скачать, установить третий Scratch на компьютер, но немножко, честно говоря, до сих пор не все проблемы исправлены. Бывает частое подвисание, часто вот там цифры частенько не набираются, приходится закрыть, открыть Scratch заново. Ну, немножко это, как говорится, не то. Итак, вот у нас наш Scratch, да, все на английском языке. Это как бы хорошо. Ну, мы, конечно, переключимся на русский, но старайтесь, кто ребята постарше, кто с английским языком уже дружит, старайтесь все-таки к английским терминам привыкать. Они не такие уж и сложные, это технические английские. Все эти слова интернациональные, используются во всех современных оболочках. Так, вот земной шарик, можно переключить русский. Русский он там ближе к низу, насколько я помню. Вот он русский. Вот. Ну, мы начинаем для самых начинающих, поэтому как бы пока на русском. Вот, когда немножко ребята поокрепнут, перейдем, конечно же, на английский. Так, ну вот это зеленое окно, это какие-то обучающие уроки от самого Scratch, но сегодня я у вас в качестве обучающего урока, поэтому оно нам не надо. Вот. Итак, вот наш котик. Немножко вспомним прошлый урок, что мы делали. Мы научили его бегать, да, зеленый флажочек это старт. Вот объясняем котику, что начинать будем с зеленого флажочка, хотя тут масса других событий для старта, да. Вот. Рабочий цикл, всегдашка-повторяшка наша, это наши FPS, да, геймеры знают, что такое слово FPS. Можно покрупнее сделать скрипт, да. Вот. Котик у нас уже бегал, как вы помните, потом отталкивался от стенок, да, и мы его еще там, чтобы он не переворачивался на голову, не установил, способ вращения установили. Кстати, эту команду не обязательно постоянно повторять. Ее достаточно поставить вот здесь вот, до рабочего цикла. Этого будет достаточно. Она единожды укажет котенку правильный способ вращения, чтобы он на уши не становился. Эту же команду можно было бы заменить прямо вот здесь, вот можно здесь указать прямо в интерфейсе, вот можно указывать вот такие значочки, да. Вот. Но мы с вами как бы программисты, поэтому мы все делаем скриптом, да, в коде установили вот эту команду, поэтому оставим, так сказать, интерфейс для дизайнеров, а мы с вами программисты. Запускаем, вот наш котенок побежал, да, вот он бегает туда-сюда, каждый кадр, 15 FPS у нас у Scratch примерно где-то, да, вот он, 10 кадров, 10 пикселей, так сказать, вот этих, 10 пикселей за кадр он пробегает. Вот он бегает, отталкивается туда-сюда. Вот. Мы еще с вами на прошлом уроке вспомнили, что такое, не вспомнили, а узнали, что такое анимашка, да, следующий костюм. Если у героя есть несколько костюмов, то они будут меняться. Он, видите, начал тарахтеть, так сказать, нашими ногами. Вот в костюмах, у него два костюма, эти ноги по-разному расположены, он их меняет очень быстро, вот со скоростью наших FPS, меняет, так сказать, ноги. Вот он как бы и бегает, да. Вот. Ну, можно его немножко замедлить, да. У нас есть в библиотеке управления ожидалочка наша, можно замедлить, но 1 секунда, видите, он каждую 1 секунду теперь меняет костюм. Это очень большая замедляшка, поэтому мы сделаем такой 0.2, допустим, да, вот чик-чик меняет. Но обратите внимание, что это ожидание, вот теперь уже и влияет и на шаги, видите? Он меняет костюмы, но и при этом он замедлил свой ход, потому что он каждые 10 пикселей теперь ждет 0,2 секунды, чтобы перейти на очередные 10 пикселей. Поэтому в таком виде программку лучше не оставлять, лучше сделать параллельные программы. Вот. А что такое параллельная программа? Мы берем еще один зеленый флажочек, да, еще один рабочий цикл, всегдашку-повторяшку нашу, и перенесем, допустим, анимацию вот сюда. Вот. Но видите, эта программа запущена, а для этой мы еще зеленый флаг не нажали. Видите, это желтая обводочка, это значит, что программа активно работает. Ну, еще раз зеленый флаг перенажмем, вот, чик-чик-чик-чик. Котенок бегает, да, и видно, что вот ногами передвигает, но он даже плывет даже скорее, да. То есть можно эту задержку сделать и поменьше, в общем-то, когда мы уже
Вот, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, как бы прыгает такой котенок, да? Ну, а так? Ну, так еще веселее. Конечно, без задержки в данном случае еще веселее, да? Просто чтобы вы понимали, что эта задержка вот здесь вот, она только на анимацию влияет. А вот здесь вот, если мы писали все в одной программе, видите, она влияет и на анимацию, и на движение. Поэтому смысл параллельных программ есть вот как бы есть разделять все-таки, потому что вот эта задержка будет влиять только сейчас на эту программу, а на эту тогда, соответственно, не влияет. Это такой важный момент. Важный момент. К вопросу об анимациях, значит, как понять в Scratch, кого взять для анимации, кого нет. То есть анимация возможна только когда у вас есть больше, чем один костюм. Да? Вот можно взять новый спрайт. Вот новый спрайт. Вот это новые костюмы. Это к этому же спрайту добавить новые костюмы. Часто ребята путают вот этот значок и вот этот. Вот это добавить к этому же спрайту еще костюмы. А вот это новый спрайт, новый объект, который будет без программы в начале. Да? Вот это добавляю новый объект. Сразу отфильтрую животных. И вот видите, навожу, сейчас они прогрузятся немножко. Вот видите, медведь пошел, да, вот видите, медведь идет. Значит, у него есть костюмы, да, другие. Вот лягушка, допустим, видите, навожу, ничего не происходит. Потому что других костюмов у лягушки нет, только один костюм есть у лягушки. Вот такая анимация вот у лисы есть. Рыбка вот такая, то есть, то нету рыбки. Вот такой заяц. Мне, кстати, нравится анимашка, вот это красиво скачет. Вот. Уникорн, да, единорог. Я, правда, рога у него что-то не вижу. Вот это конкретно уникорн, видите, с рогом. Да, единорог. Тут бегущий уникорн, но рога я не вижу. Вот. Ну, по-моему, это мифическое животное уникорн. По-моему, у самцов рог есть, у самок рога нет. Чем отличается от обычной лошади, сложно сказать. Ну, вот. А, там маленький все-таки есть какой-то, да, он маленький, рог есть все-таки. Вот. Ну, вот эту лошадку тоже, как говорится, нашего единорога я хотел бы заставить попрыгать, да. Но единственное, что, чтобы не набирать заново, я могу вот эти вот, по сути, алгоритм такой же, как и у кота должен быть, да, как у котенка, да, алгоритм. И я могу просто скопировать команды. Копируются они вот таким образом. Беру за верхнюю, тащу, вот видите, вот прямо надо оставить именно курсор, чтобы вот над спрайтом остался курсор. И отпускаю. Оп. И эта программка тоже мне понадобится. И отпускаю. Оп. Вот. То есть это программа котенка, переключаюсь на свой уникорн, пожалуйста, вот эти программки таким образом скопировались, просто вот таким перетаскиванием. Тут главная хитрость, чтобы курсор остался над спрайтом и отпустить в этот момент, главная хитрость. Ну, смотрим, вот, смотрите, вот, уже что-то есть, да? Вот. Потом, фон, конечно же, надо, вот наши фоны, текстуры так называемые. Чем отличается спрайт от текстур? Я рассказывал, наверное, уже на первом уроке, да, что спрайт – это картинка, которая может двигаться, а фон – это текстура, она двигаться не может. Чем характерны фоны? У них нет команд движения. Видите, вот движение, команды движения пропали. Потому что сейчас у меня выбрана текстура. Текстура двигаться не может. Мы не можем текстуру запрограммировать на движение. Поэтому у нее нет синих команд движения. Вот. Давайте возьмем какой-нибудь простенький фон такой. Чем проще фон, тем лучше видны фигурки. Вот такой простенький фон, да, чтобы было видны наши фигурки. Сейчас он подгрузится. О, вот. И нашу, так сказать, уникорна я бы уменьшил в размере. Вот его размер. Тут в процентах 100%. Ну, я напишу 50. О, 50% уменьшу. Допустим, вот. И пускай он скачет у меня дальше. Вот он скачет. Вот он скачет. Красиво скачет, да, так летит. Я, честно говоря, его скорость и поуменьшил бы до 5 какой-нибудь. Ну, вот так вот, теперь более-менее реально. И я хочу сделать такую хитрость. Я хочу нашего котенка посадить верхом на нашу лошадь. Этого котенка, да, хочу его посадить верхом на лошадь. Вот такую задачку задаю. Ну и, естественно, самый простой вариант, как думает любой ученик, это, ну, надо их скорости совместить, да. Сейчас вот котенка мы сейчас еще тоже до 50 уменьшим. Вот. И просто вот думает, вот посадите вот так вот, да, и запустить их одновременно вместе. И вроде они должны скакать вместе. Но тут есть момент. Смотрите, вот, оп, и видите, что произошло. Размеры у наших спрайтов разные. И когда наш уникорн уже оттолкнулся от стенки, котенок еще не успевает. И вот эта вот задержка в разнице в размерах вот теперь сказывается, видите. Сейчас вот обратно сейчас котенка посажу. Сейчас переверну в другую сторону. Вот. Попытаюсь посадить его на лошадку, вот видите. И вот вроде они как пока скачут, ну как только ударяются об стенку, видите, все. Вот эта разница размеров, спрайты ударяются в разное время. Вот получается, что он не там. И как же это правильно сделать? Вообще самый правильный способ здесь дизайнерский способ. Нам по сути нужно скопировать костюм котенка и посадить его на лошадку. Вот таким образом. Вот, смотрите, как я это сделаю. Я вот так вот, значит, в костюмы, зайду в костюмы. Лошадка для анимации у нас, вот видите, вот она, много костюмов. Вот, и я должен в каждый костюм добавить котенка.
сюда добавить котенка, просто скопировать. Как это делается? Котенок — это же другой спрайт. Я возьму вот этот вот, так, костюм, вот нога вот мне нравится. И мне вот единственное, что мне вот эта нога вторая не надо, чтобы создалась иллюзия, что он сидит именно на нашем единороге. Я вот эту ногу просто вот выделю, я могу ее просто удалить. Оп, видите, одну ногу удалил, он как будто будет сидеть. И теперь мне надо вот этот вот костюм скопировать, в общем-то, посадить его на нашего единорога. Стрелочка выделения, выделяю весь, вот так вот выделяю весь. Видите, вот я выделил весь спрайт. И вот копировать значок, видите, копировать. Нажимаю копировать, оп, и он скопировал в память компьютера, он его запомнил. А теперь я перехожу на спрайт нашего единорога, давайте с первого начнем. И вот сюда я его вставлю. Оп, видите, и я вот так аккуратненько сажу, да. Видите, как будто бы он сидит на нем, да, посадил. О, вот он сидит на нем. И вот такую операцию мне нужно проделать на каждый костюм, на каждый костюм. Вот такая интересная дизайнерская вещь. Я его просто посажу. Его можно посадить даже немножко вот чуть ниже, чуть выше на разных костюмах, и будет даже создаваться иллюзия, что он как будто бы действительно скачет. Сейчас мы повысим чуть-чуть. Тут повыше, как будто его так немножко так отклоняет по сторонам. Как будто бы он действительно скачет. О. Вот. Ну, как вы понимаете, спрайт самого котенка мне уже не нужен. Давайте проверю, все ли костюмы. Да, все. Спрайт самого котенка мне уже не нужен, я удалю. А вот у меня остался сидячий. Давайте проверим, как он. О, смотрите, он там еще его так немножко трясет. Давайте на большом экране посмотрим. О, смотрите. Он даже как бы его там трясет немножко. Я его так специально сдвинул. Смотрите. Смотрите, какая чудесная, красивая анимашка получилась. Да? Вот, ну, мне нравится. Анимация и кот пляшет. Да? Вот, ну, можем даже похулиганить немножко, можем даже сделать, чтобы наш кот еще махал рукой, например. А у него как там с рукой? А, эта рука у него есть, а это отдельно. Ну, сейчас просмотрим. Ну, вот как-то выделяется она немножко отдельно, да? Давайте мы эту руку даже можем так вот. О, конкретно руку можем. Это пускай так останется. Эту конкретно руку можно. Тут векторная графика, тут они, видите. Можно даже сделать, чтобы он немножко ею махал. Почему бы и нет? Да? Так, пускай тут останется в центре. А это самое нижнее уже сдвинутое, да? Давайте посмотрим, что у нас там вышло. Он, видите, еще рукой как будто подгоняет лошадь, да? Красивая штука получается. Вот таким вот образом можно сделать. Был еще вариант, конечно, прикрепить скриптом героя к лошади, но там, честно говоря, все зависит от центровки спрайта, он немножко так погуливает. Вот самый лучший вариант героя — это просто вот исправить костюм таким образом. И вот получился у нас симпатичный наездник. Вот. Вот такой вот у нас получился интересный урок. Вот. Это мы с вами вспомнили анимацию, помнили прошлый урок, как запускать скрипты, как использовать смену костюмов, да, и задержку. Вот. Еще хотелось бы познакомиться, пускай наш котенок прыгает, еще мы сразу познакомимся с вами с очень полезной библиотекой. Расширение у нас есть тут, вот расширение, вот они, расширения, да, видите, добавить расширение. Тут есть очень одна полезная библиотека под названием Перо. Вот, видите, Перо. Тут много дополнительных расширений есть, тут даже вот, кто, ребята, знаком с робототехникой Lego EVA 3, тут даже можно управлять через Scratch, хотя у них и своя неплохая оболочка для управления. Вот Перо, библиотека Перо нас интересует. Вот она, добавилась библиотека Перо. Мы немножко с вами еще порисуем, сделаем всякие, пускай наша анимация, она будет, пускай она нам не мешает. А здесь, вот видите, я специально взял такой фон, чтобы было свободное пространство, чтобы мы немножко здесь порисовали что-нибудь. Вот. Ну, единственное, что для рисования мы возьмем какой-то новый объект, причем нам внешний вид объекта сам-то, в общем-то, не сильно-то и нужен, если честно. Можно вообще, ну, давайте для наглядности, может, какой-нибудь карандашик возьмем. Для наглядности карандашик. Так, это у нас pencil, да, на букву P по-английски. Вот видите, все по-английски, по алфавиту все идет. О, pencil. Два костюма pencil, нам любой из них нужен, в общем-то. Вот наш pencil. Вот, единственное, что он такой достаточно большой. Мы его, ну, пускай будет большой, мы потом уменьшим его в размере. Заставим pencil рисовать. Значит, тут есть вот в нашем библиотеке перо добавлено, есть такие команды интересные. Опустить перо и поднять перо. Вот. Это значит рисуй, не рисуй. Да? Почему перо? В древности писали гусиными перьями. Да? Почему гусиными? Оно было большое, прежде всего. В чернильницу макали и по листику писали. С тех пор пошло название перо. Гусиное перо. Да?
Вот. Опустить перо – это значит опустить перо на листик бумаги, чтобы рисовать, а поднять перо – это убрать его с листика бумаги, чтобы не рисовать. То есть это означает рисовать, не рисовать. Опустить перо, поднять перо, рисовать, не рисовать. Вот. Поэтому мы прежде всего, когда нажмем зеленый флажочек, так, библиотека зеленый флаг, мы прежде всего опустим перо. Что-то я зашел в расширение, вот сюда, да. Опустим перо. О, чтобы он рисовал, да? Вот. Ну, если мы сейчас запустим, котик, то будет скакать, как всегда. Ну, он не двигается, наш карандашик. Если я его подвигаю, а так не получится, надо программу подвигать, да? Давайте я его... О, стандартно 10 шагов. И чик, 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 чик. Обратите внимание, я нажимаю, он рисует за собой. Но смотрите, откуда он рисует. Из середины карандаша, да? Вот. Почему? Потому что центрование по умолчанию идет в центре спрайта. Центрование, откуда точка вообще, вот откуда он свою координату считывает. Любой спрайт имеет точку считывания своей координаты. Вот координаты эти, кстати, написаны, положение карандаша. То есть карандаш-то у нас большой по размеру достаточно, и учитывается его координата по центру. Вот это по центру, центровка спрайта называется. Вот. Мы можем зайти в костюмы и исправить это дело, да. Вот наш карандашик. Сейчас вот полностью его выделю. И вот видно, вот это вот, видите, вот этот крестик в середине, это есть его центровка. Если мы хотим, чтобы наш карандашик рисовал именно из заостренной части, мы просто вот этот вот так карандашик вот так вот сместим, чтобы вот он, вот так вот, видите. Чтобы острие было, видите, где? Вот центровка спрайта, вот этот значочек, да? Вот, чик. Вот теперь вот здесь вот у нас острие, теперь вот тут будет у нас острие. Теперь крестик самого экрана, он вот здесь вот находится. Вот видите, теперь он рисует с нужное место, да? Вот я сейчас передвину. С каждым кликом на зеленый флажочек. Вот теперь он как бы рисует, видите, из нужного места. Может быть, даже еще и повыше на пару пикселей. Тут такое пиксельное, знаете, дело такое. Ну вот, видите, уже карандашик рисует. Хорошо, из правильного места. Нам-то особо не важно, конечно, но пускай будет для интереса. Так, только он слишком огромный. Давайте я карандаш все-таки уменьшу в размере 50%. Вот. И чтобы мы при запуске новой программы стирали все, что мы до этого дорисовали, тут же есть такая команда под названием «стереть все». Вот так вот, пускай он стирает. Да? Пускай он сначала сотрет, вот. Пускай он сначала стирает то, что до этого было нарисовано. Вот видите, чик-чик-чик, то, что было, он стирает, да? Оставляет за собой вот эти самые 10 пикселей, 10 шагов. Вот. Ну, мы, естественно, библиотеку управления возьмем, да, нашу всегдашку повторяшку сделаем, да. Вот. Наш карандашик сейчас пойдет все время, да, смотрите, пошел и рисует, бум, пока не уткнулся в конец экрана. Вот. Но мы можем еще повеселее это дело сделать, мы можем его еще поворачивать, каждый кадр, чтобы он еще и поворачивал. Обратите внимание, что сейчас произойдет. Вот видите, карандашик рисует, да, видите? То есть, если бы я не ставил команду идти 10 шагов, он бы просто крутился бы, карандашик просто бы крутился на месте. Вот вокруг одной точки, видите, он крутится. А вот эти 10 шагов задает, по сути, радиус. Радиус задает, видите? Или это диаметр, что он задает, наверное, все-таки. Он, короче, вращается 15 градусов и при этом идет. И создается вот такая окружность. Тут даже, нет, тут надо вычислять, конечно, радиус, диаметр. Ну вот, видите, то есть, чем больше я пишу шагов, 20 шагов. О, смотрите, насколько увеличится карандашик, да? В 2 раза увеличил свою окружность. Вот. Ну, благодаря вот этой функции мы можем сделать красивые вещи. Можем делать красивые вещи. Вот, например, я могу сделать... Ну, вот эта первая команда, она влияет на размер всего общего рисунка. Вот. Поэтому давайте вот сделаю 200. А вот скорость... Вот смотрите, если поставить 215 градусов, получится, видите, получится такая вот звездочка. Сейчас вот сюда так перемещу. Получается двигающаяся звездочка. Видите, двигающаяся звездочка получается. Ну, тут всего лишь геометрия. Если я напишу здесь 90, то получится просто квадрат. Потому что угол у квадрата 90 градусов. Вот он, видите, рисует квадрат, да. Если нарисовать 120, будет треугольник. Внешний угол треугольника как раз-таки равностороннего 120 градусов. Внутренний 60, а внешний 120. В сумме 180 должно получиться, да? Вот. Но, как я говорил, 215 это сдвигающаяся звезда получается. Вот ребятам на домашнее задание будет сделать звезду, которая будет не сдвигаться. Просчитать, сколько нужно градусов, чтобы звезда не сдвигалась, да? Вот. Но это еще не все, что мы хотели сегодня сделать. Мы познакомились с библиотекой Перо, познакомились, как работает цикл, да? Вот. Но я еще могу сделать, чтобы эта звездочка меняла цвет, переливала свой цвет. У нас есть в библиотеке Перо
У нас есть интересная команда «Изменить цвет». Вот, изменить цвет. Вот. Тут можно изменять цвет, насыщенность, яркость, прозрачность. Нас сейчас цвет интересует. Цветов у Scratch 256 цветов. 256 цветов. А вот 10 это по сути скорость изменения цвета, чтобы он перепрыгивал через каждый 10-й цвет. А это будет слишком такая, ну, слишком полосатый цвет, как я говорю, называется. Давайте, чтобы он так плавно менял цвета, на двоечку поменяем. И вот эта команда изменяшка, она должна стоять в серединке повторяющего цикла, вот здесь, вот, в серединке. Потому что если мы ее поставим здесь, она будет только единожды меняться при каждом запуске. А нам надо, чтобы она постоянно менялась. Изменить это динамическая команда называется в программировании. То есть она должна изменяться. То есть все время к цвету будем добавлять 2. У нас 256 цветов, они через 2 будут меняться. Смотрите, что получается. Вот такой красивый изменяющийся цвет. Вот включить на весь экран, видите, красивое наложение цветов, особенно вот здесь, вот там, где перекрещивание основные происходит. Вот такая красивая штучка получается. Вот всякие красивые графические зарисовочки можно делать. Можно, кстати, изменить толщину пера, вот установить размер пера. Единственное, что все команды со слова «установить», которые начинаются, мы их в рабочий цикл не ставим, потому что они для однократного изменения. Вот сюда мы их и ставим. Вот. Все команды со словом «установить» ставятся до рабочего цикла единожды, потому что если мы команду поставим в рабочий цикл и будем всегда повторять, то, в общем-то, ну, ничего не изменится, она все время будет приравнивать это значение. Вот. Просто если вы возьмете случайно команду и изменить, и установить, и поставить ее в повторяющийся цикл, то получится, что изменяшка перестанет работать, потому что она будет все время устанавливаться. Устанавливать — это значит приравнять значение к чему-то, установить, а изменить — это значит добавить что-то к значению, изменить. Все время добавлять что-то к значению. Вот. Ну, я возьму там потолще 10 пикселей. Вот. И пока я программу не перезапущу, у меня сейчас программа работает в рабочем цикле, только вот здесь, пока я программу не перезапущу, эта новая команда не применится. Оп, видите. Ну, получается такая цветная зарисовочка красивая. Вот, ребята, на домашнее задание будет сделать свои варианты красивых анимашек, да, таких совмещенных, и какие-нибудь придумать еще свои интересные фигуры. Да, какие-нибудь интересные фигуры. Поэкспериментируйте вот с этим числом. Вот это количество градусов задает всякие разные геометрические фигурки. Да. Вот. Ну и, естественно, пишите свои варианты, как можно улучшить данный рисунок или данную анимацию, пишите в комментариях. Обязательно все почитаю, на все отвечу. Вот. Ну и домашнее задание, конечно же, конкретно всех проверяю на своем курсе. Все мне присылают, я смотрю, подробно разбираю, каждый указываю, где какие ошибочки. Ну, вот такой у нас получился интересный второй урок. То есть совмещенную анимацию сделали, дизайнерски мы исправили костюмчики, да. Вот, и познакомились с библиотекой Перо. Очень хорошая библиотека, она наглядно демонстрирует наши все циклы, изменения, да, наглядно демонстрирует, и красивые вещи можно делать. Вот, так что я надеюсь, вам этот урок понравился. На следующем уроке мы с вами анимашкой немножко еще, так сказать, расширим понятие, да, еще посмотрим, какие вещи можно сделать. Опять же, библиотеку Перо тоже так немножко прокачаем. Вот, так что пишите комментарии, пишите пожелания, все, что нравится. Ну, мы с вами прощаемся до следующего урока. Пока-пока. Надеюсь, вам понравилось.